Здравствуйте! Темой сегодняшнего урока будет классификация морских льдов по радарному снимку Sentinel-1. Большое количество обнаруженных в естественных условиях ледяных форм и видов указывает на необходимость классифицировать их по ряду характерных признаков. В сегодняшнем уроке мы будем классифицировать лед по возрасту, а также по толщине. Начнем нашу обработку мы с открытия радарных данных. Для этого переходим в меню «Радиолокация», «Исходные данные». Далее выбираем пункт «Открытие и геопривязка радарных данных». В открывшемся диалоговом окне «Геопривязка радарных данных» в верхней части интерфейса в строке «Выберите документ для привязки» необходимо указать путь к паспорту. Это можно сделать либо вручную, либо через диалоговое окно открытия. Далее мы выбираем документ, который называется манифест типа Save. Поляризацию вставляем по умолчанию, горизонтальную. Географическую проекцию я также вставляю по умолчанию, хотя ее можно поменять, нажав на кнопку «Выбрать». Далее переходим к калибровке данных. Я выбираю Sigma-канал. Данную калибровку рекомендуется использовать по умолчанию, чтобы интерпретировать рассеяние и отражение поверхности, а также свойства поверхности. И далее выбираю выходной результат, ставлю галочку «Пересчитать в децибелах» и нажимаю кнопку «Ок». После открытия радарного снимка и кодирования его в необходимую проекцию у нас остаются неинформативные поля, которые необходимо удалить. Для этого мы нажимаем в панели «Отметка», «Инструмент», «Выделить углы изображения». Далее нажимаем кнопку «Инвертировать» в этой же панели и далее переходим в меню изображения, копировать область со сглаживанием. Таким образом, у нас будет создано изображение без неинформативных полей. Далее из папки пресетов отгружаем в рабочее пространство файл в формате AMF с векторной картой мира для того, чтобы обозначить границы моря. Следующим шагом мы переносим карту в рабочий документ. Туда же переносим отметку с границей снимка и далее ставим карандаш на слой с векторной картой и далее переходим в панель «Векторные запросы» и выбираем инструмент «Выбрать объекты в области». Далее у нас выделятся векторные объекты внутри границ нашего снимка. После этого мы выбираем инструмент «Отсечь объекты» и выбираем инструмент «Инвертировать» уже в панели «Векторные запросы». И опять же выбираем инструмент «Отсечь объекты». Таким образом у нас отсекутся все объекты с карты мира, кроме тех объектов, которые попадают в границу снимка. После этого из оставшихся векторных объектов я удаляю те объекты, которые относятся к суше, и у меня остаются объекты, которые относятся к водной территории. Далее оставшийся векторный слой воды я преобразовываю из вектора в отметку с помощью инструмента «Преобразовать вектор в отметку», который находится в панели «Отметка». После получения слоя отметки по границе моря я выключаю слой с векторными объектами и выбираю слой с растровым изображением, после чего иду в меню изображения и копирую область со сглаживанием. Таким образом, у меня вырезалось море из панхроматического снимка. Выделяю новый полученный слой растровый с морем и далее переходим в меню изображения, фильтр, шум, спекл шум. Это необходимо для снижения шумов на радиолокационных изображениях. Данный фильтр основан на выявлении и исключении из изображения зашумленных пикселов. Исходная разрешающая способность изображения сохраняется. Так как для проведения классификации на нашем снимке все равно остается много шумов, далее необходимо применить медианный фильтр для устранения импульсных помех, а также сглаживания, уменьшающего изрезанность изображения.
Традиционно используемым параметром при решении тематических задач картирования является такой радиофизический параметр рассеяния, как удельная эффективная площадь обратного рассеяния поверхности, или сокращенно УЭПР. Для определения значений УЭПР нам необходимо перейти в таблицу «Коррекция пикселов», находящуюся в панели изображения, в которой будут указаны пиксели с отрицательным значением, являющиеся удельной эффективной площадью рассеяния, которая выражается в децибелах. Вода обычно плоская по отношению к микроволнам и сильно отражает энергию от антенны, поэтому на радиолокационных изображениях она очень темная. Чем тоньше лед, тем более темный цвет на снимке он имеет, так как просвечивает вода. В качестве подложки можно добавить Google карты, которые находятся в меню «Свои», «Внешние источники», Google карты. Теперь для того, чтобы сделать классификацию по значениям, полученным благодаря таблице коррекции пикселов, переходим в меню изображения, цветовой ряд. Далее в открывшемся диалоговом окне выбираем режим классы. Количество классов ставим равное 5. Ставим галочку возле пункта «Векторизовать результат». И далее нажимаем кнопку «Классы» и задаем необходимые значения в диапазоне классов, которые мы определили, исходя из нашего снимка. Также в диалоговом окне «Цветовой ряд» есть параметр «Предпросмотр», на котором можно посмотреть результат обработки. И если что-то не устраивает, то значение в диапазоне классов можно поправить. После завершения процесса обработки у нас будет создано 5 новых векторных слоев, каждый из которых теперь необходимо переименовать и задать стиль полигона. Для воды характерные значения до минус 24,5 дБ, для Ниваса значение до минус 19 дБ, для молодого льда до минус 14 дБ, для серого льда до минус 10,5 и для белого льда до минус 7,5 дБ. Для сравнения результатов с исходным снимком я перехожу в панель «Просмотр» и выбираю инструмент «Шторка». Теперь нам необходимо создать таблицу атрибутов и заполнить ее. Для этого мы переходим в меню «Вектор», таблица «Атрибуты». Далее, для создания колонок в таблице нам необходимо перейти в меню «Вектор», таблица, «Перестроить». Или выбрать инструмент «Перестроить» в таблице «Атрибуты векторных объектов». Создаем 3 колонки. Первую называем «Возраст», даем ей тип символьный, длину 50. Вторую колонку называем «Толщина в сантиметрах» с такими же параметрами. И третья будет называться «Площадь километров квадратных». Тип ей ставим десятичный, длину 15, точность 2. Далее необходимо обновить колонки. Для этого мы нажимаем на инструмент «Обновить колонку», таблицы «Атрибуты векторных объектов» или через меню «Вектор», таблица «Обновить колонку». Для колонки с названием «Площадь квадратных километров» переходим в пункт «Составить». Далее в открывшемся диалоговом окне значения выбираем функцию Area Sphere и нажимаем кнопку «Ок». Такие же действия производим для каждой вкладки с векторным слоем, а также задаем название возраста и толщины. Далее каждый векторный слой можно сохранить отдельно или объединить все векторные слои в один, в результате чего у нас будет один векторный слой, в который будут включены все слои, и таким образом проклассифицировано изображение по возрасту и толщине льда. Для воды толщина равна 0, для Нилса толщина льда от 5 до 10 см, для молодого льда толщина от 10 до 15 см, для серого льда характерны значения толщины льда от 15 до 30 см, и для белого льда характерны значения от 30 до 70 см. Серый и белый лед уже входят в группу однолетних льдов.
Таким образом, мы смогли проклассифицировать изображение радарного снимка с космического аппарата Sentinel-1 и узнать толщину льда и его возраст. На этом сегодняшний урок окончен. Спасибо за внимание. Если видео было полезным, подписывайтесь на наш канал.